моих студенческих лет есть у меня любимое блюдо. Блюдо это называется басма. Суть басмы в том, что надо взять как можно больше вкусных, полезных, разноцветных овощей, немного мяса, немножко курдючного сала, 1 вилок капусты, и все это как следует сдавить в казане и в казане же и приготовить. Сегодня мне в голову пришла другая идея, как приготовить блюдо очень похожее на басму, только еще вкуснее и, как мне кажется, интереснее. Для этого капусту надо сначала упаковать вот в обыкновенный целлофановый пакет. И эту капусту поставить в микроволновую печь минут на 15. А тем временем необходимо почистить и порезать крупными ломтями все овощи. Осторожно, после микроволновки капуста очень горячая. Пусть еще полежит в пакете минут 15-20. А мы пока займемся хорошим делом. Нарежем тоненькими пластинками курдючное сало, а там и мясом займемся. Некоторые люди не понимают, они думают, что сало бывает только свиное. Нет, сало бывает и баранье, вот курдючное сало. Сало бывает и верблюжье, сало бывает даже говяжье. Понимаете, те ткани, в которых содержится преимущественно жир, называются салом. Соответственно, если у кого-то нет баранины, либо другой случай, когда люди пишут через YouTube: я баранину не переношу, чем мне заменить? Ну как же чем заменить? Заменяй другим мясом. Какое переносишь? Переносишь крольчатину, заменяй крольчатиной. Нравится себе свинина, заменяй себе свинину. Ты же для себя готовишь, не для меня. А мясо надо нарезать либо вот такими аккуратненькими кусочками, либо, можно сказать, ломтиками, вот чуть крупнее моркови. Для приготовления этого блюда вам надо подобрать что-то, напоминающее по форме капусту. Вот, например, я взял какой-то такой вок. Можно взять небольшой казанчик, можно взять глубокую сковородку, можно взять форму для запекания. Вы самое главное, не забудьте его полить немного маслом и чуть-чуть соли насыпать прямо на дно этого казана. Ну все, пора заниматься капустой. Вот весной или в начале лета, когда пойдет молодая капуста с тоненькими листочками, вы попросите, чтобы ее для вас срубали, да кочерышку чуть-чуть оставляли. Тогда можно будет попробовать снять листья отсюда, чтобы капуста как роза распускалась, понимаете? Но вот эту капусту так уже не развернуть. Листья непременно где-нибудь дотреснут, а нам нужны целенькие листья. Как можно больше целых капустных листьев. Понимаете, да? Мы выслали весь вок, весь наш казанчик листами капусты. А теперь нужен еще один. И этот целый лист капусты мы укладываем на дно, для того, чтобы отсюда никакие соки не потерялись. Самое дно чаши выкладываем курдючным салом. Сало обязательно посолить надо. Те мужчины, которые уже научились готовить плов по моим рецептам, знают, что вкуснее вовремя подсоленного курдючного сала, вытопленного, ничего нет. Поверх сала укладываем кусочки мяса. Можно вот такие вот. Видите, вот эти вот розовенькие, они будут нежнее. А вот эти красные, темно-красные, от мышцы, которая поработала, их давайте уложим на самое дно, чтобы они прижарились чуточку сильнее. Мясо немного надо присолить. Я беру морскую соль с чесноком и травами. Вот посмотрите, вот так вот удобно. Не надо сразу на мясо солить, потому что иногда трудно бывает оценить, а сколько соли просыпалось туда. А вот так вот все в порядке. Теперь приоткрываем крышку и видим сколько. Ну, примерно пол чайной ложечки. Самое оно. Ух, пахнет как! Мясо надо приправить. Конечно, вы можете и сами составить букет приправ, но можете довериться профессионалам. Вот приправа к мясу, я уверен, что очень хорошо подойдет. Теперь поверх мяса надо уложить довольно много лука. Но как бы много его не было, сейчас только половина того лука, что вы нарезали. А поверх лука морковь, курдючное сало, мясо, лук, морковь. Разве это не похоже на плов? А какая приправа в плове главная, знаете? Зира, конечно. Вот зиру на морковь. Следующий после моркови лежит картошка. Всю картошечку сразу укладываем. Картошку самое главное не забыть посолить. Вот несоленая картошка вкусной быть не может. Мы солили там внизу, но вот эта соль оттуда снизу как поднимется наверх? Да никак. Каждый слой требует своей соли и своей доли приправ. А вот Камис разработали особую приправу, которая так и называется, блюдом из картофеля. Давайте попробуем. Я думаю, что вполне может понравиться.
здесь самый центр блюда. В самый центр блюда надо заложить то, что сильнее всего пахнет, то, что имеет самый яркий вкус. Это чеснок и стручковый перец. Вот сюда же хорошо добавить немного зелени. Половину от заготовленного количества. Послушайте, это блюдо у нас такое среднеазиатско-кавказское. Что между Средней Азией и Кавказом? Ай, Туркменистан, да? Пусть в это блюдо будет туркменское. Берем болгарский перец. И вот болгарский перец весь сюда. Разве это не прекрасно? Разве это не красиво? Да красивее этого только северное сияние. Но вот сам по себе этот перец так себе, слабенький. Поэтому я возьму перец, который заготовили летом. Он хоть солнцем пахнет, в нем вкус есть, в нем аромат есть. Немножко добавлю, и положение наше исправится. Не волнуйтесь, это перец сладкий, не горький. Его можно сыпать и по пол-ложки. Но сейчас, после болгарского перца, надо укладывать помидоры. Вот китайцы очень милые люди. Они на помидоры сахар сыпят, а мы сахар не сыпем. Мы на помидоры обычно соль сыпем. Вот пусть опять эта же самая соль с чесноком и травами. А что, мне вот эта соль очень нравится. Красиво. Раз красиво, значит и вкусно будет. Я вам точно говорю. А теперь все в обратной последовательности. Значит, сейчас поверх помидоров, поверх вот этой всей картошечки раскладываем морковку. Весь оставшийся лук заложим. И всю зелень тоже заложим. Сейчас у нас здесь нежное мясо пойдет. Пусть это нежное мясо рядом с зеленью полежит, оно вкуснее станет. О, вот эти розовые кусочки. Шоколадные кусочки. А вот эти погрубее пускай сверху лежат. Мясо посолить и обязательно приправить. И опять курдючное сало. Ох, некоторые люди говорят, вредное. Меня слушайте. Это сало полезное. Ученые не до конца еще его исследовали. Понимаете, если бы оно было вредное, ого, сколько народов вымерло бы. А так, слава богу, детишек у нас сколько хочешь, внуки растут. И еще один листик капусты мне нужен. Желательно поцелее, получше, покрасивше. Делаем такую шапочку, тюбетейку. А эти листики наворачиваем наверх. И вот эту верхнюю часть капусты тоже надо немножко смазать маслом и, может быть, чуть-чуть посолить. Теперь самое главное, что я вам не сказал с самого начала. Нужна большая тяжелая чугунная крышка. Вот эта крышка от сковородки для приготовления цыплят табака. Теперь скажите, вы уже подумали, что мы с этим будем делать? Мы это в печку поставим, в духовку. Теперь вы понимаете, почему это называется басма. Потому что на всех тюркских языках есть аналогичный глагол. Басыш, значит что-то придавить. Вот как капусту, когда квасят, тоже придавливают гнетом. И что потом получится, мы узнаем с вами примерно через 1,5 часа. Посмотрите, что у меня в руках. Вот этот вот кусок грубой ткани соткан вообще-то из верблюжьей шерсти. Даже и тканью это назвать как-то неправильно. Это практически ковер. Знаете, какое утилитарное назначение у этого предмета? Туркмены в нем истори хлеб хранили. Завернутый в эту ткань хлеб не плесневеет и не черствеет. А вот это блюдо я привез из Стамбула. И я считаю, что это блюдо и эта скатерть достойны для того, чтобы принять то блюдо, которое мы с вами сегодня приготовили. А вот и блюдо готово. Одна проблема. Я теперь в сомнениях, как его назвать. Ведь, по сути дела, это басма. Потому что басма – это нечто прижатое. Но, с другой стороны, это ведь еще и долма. Потому что долма на всех тюркских языках означает нечто начиненное. Вот мы начинили почти что качан капусты. Да, обычную долму заполняют каким-то мелким фаршем, рубленым фаршем. А кто сказал, что так нельзя попробовать? Вот я хочу, и я попробую. И кроме того, раз уж это блюдо прямо у вас на глазах создал я, то я и имею право распоряжаться его национальной принадлежностью. Все народы братья. Пусть это будет мой братский подарок туркменскому народу. Посмотрите, сколько бульона. Ведь воды-то мы ни грамма не наливали. Это сок из мяса, из лука, из всех овощей. Словом, полезнее этого
вряд ли что найдете. Ну что, попробуем вскрыть нашу басму-долму. Туркменское народное блюдо. Вах! Пах-пах-пах! Вот как не радоваться, когда удача. Когда удачная находка, без всякого сомнения, удачная находка – это блюдо. Знаете, что нужно к этому блюду? К этому блюду надо много хлеба, потому что хлебом надо вымакивать этот сок. А первый кусочек такого хлеба надо подать дорогому гостю. И последний кусочек, когда будете доедать, тоже надо подать дорогому гостю. А мне остается только пожелать, дорогие мои, относитесь с уважением друг к другу. Дружите друг с другом, угощайте друг друга хорошей едой и приятного аппетита!